Приветствую, друзья! Продолжаю сегодня разбирать с вами резонансные новости мира и проанализирую, для чего Путин устроил энергетический кризис в Приднестровье. Москва рискует как никогда, делая ставку на Приднестровье, непризнанную республику, контролируемую российскими силами. Ситуация стремительно ухудшается, и регион оказался в шаге от настоящего гуманитарного кризиса. С начала января Россия полностью прекратила поставки газа в Приднестровье, что вызвало мгновенный энергетический шок. Без российского голубого топлива регион столкнулся с масштабными перебоями в подаче тепла и воды, серьезными отключениями электроэнергии и остановкой ключевых промышленных предприятий. Фабрики, заводы и другие производства, которые десятилетиями работали на российском газе, были вынуждены остановиться. В результате тысячи людей потеряли работу, а местные власти оказались неспособными предложить хоть какое-то реальное решение сложившейся ситуации. На правом берегу Днестра обстановка выглядит совсем иначе. Правительство Майи Санду заранее подготовилось к возможным потрясениям в энергетической сфере. За последние годы Кишинев провел масштабную работу по диверсификации поставок газа и заключил долгосрочное соглашение с европейскими партнерами. Это позволило Молдове обеспечить себе стабильное энергоснабжение как минимум до марта 2025 года. Недостаток электроэнергии страна компенсирует за счет импорта из Румынии, что позволяет избежать критических сбоев в системе. Тем не менее, с приближением зимних холодов риски возросли, власти предупреждали, что в случае аномального похолодания могут возникнуть временные перебои с электричеством по всей стране. Однако наиболее сложная ситуация все-таки сохраняется в Приднестровье, запасы газа и угля на территории региона практически уже исчерпаны, и по оценкам экспертов их могло хватить лишь на несколько недель. Альтернативных источников энергии у местных властей сейчас просто нет, а Москва пока не предпринимает никаких шагов для возобновления поставок. Если в ближайшее время ситуация не изменится, регион окажется в эпицентре энергетического коллапса, который неизбежно перерастет в гуманитарную катастрофу. Как же Приднестровье оказалось в столь уязвимом положении? Всего несколько лет назад и Молдова, и регион на левом берегу Днестра полностью зависели от российского газа. Однако Кишинев осознал свои риски заранее такой зависимости и за короткий срок переориентировался на европейский энергорынок, полностью отказавшись от поставок из России. В Тирасполе же сделали ставку на сохранение прежних схем, не предприняв никаких абсолютно действий для диверсификации источников данной энергии. И проблема заключается здесь не только в газе. Энергосистема региона строилась на российском топливе, которое использовалось не только для отопления жилых домов и работы промышленности, но и для генерации электроэнергии. Ключевым элементом этой системы десятилетиями был молдовский ГРЭС. Крупнейшая электростанция региона расположена именно в Приднестровье. Она обеспечивала 100% потребностей самого региона и поставляла в Молдову от 50 до 80% всей потребляемой страной энергии. Однако работала она исключительно на бесплатном российском газе. На протяжении десятилетий Кремль поддерживал экономическую стабильность непризнанной республики, поставляя ей газ фактически бесплатно. Тирасполь использовал этот ресурс не только для внутренних нужд, но и для продажи дешевой электроэнергии Кишиневу. Это позволило региону удерживать экономику на плаву, несмотря на международную изоляцию и отсутствие полноценного признания. Однако все изменилось в 2025 году, когда Москва неожиданно прекратила подачу голубого топлива. Как же справляется с этим кризисом? Если в Кишиневе были предприняты шаги для диверсификации источников энергии, как я сказал, то в Тирасполе к такому развитию событий оказались вообще не готовы. Власти региона до последнего надеялись на поддержку Москвы, но реальность оказалась гораздо жестче. Именно та электростанция десятилетиями работала исключительно только на российском газе, который предоставлялся ей фактически бесплатно, как я сказал. После того, как этот источник иссяк, руководство станции было вынуждено перевести ее на резервное топливо. Это антрацитовый уголь. Однако этот запас был завезен еще несколько лет назад с Донбасса, и возможность оперативно, как вы понимаете, пополнить его пространство просто не существует. Поэтому с 1 января, как определили эксперты, по самым оптимистичным прогнозам текущих запасов хватило бы
лишь до конца января 2025 года. И чтобы решить эту проблему, власти Молдовы, а также Украина и Европейский Союз предложили свою помощь. Европейский Союз был готов выделить 60 миллионов евро для решения энергетических проблем в Приднестровье, но при этом потребовал, чтобы регион соблюдал некоторые условия. Например, Приднестровье должно было придерживаться стандартов по правам человека и постепенно повысить тарифы на газ до рыночных уровней. Однако Тирасполь отказался от этого предложения, не объяснив причин. Тем временем Приднестровье нашло альтернативный способ получения газа. Венгерская частная компания Медгаз начала поставлять газ в регион. Этот газ закупается за средства, предоставленные Россией в кредит. С 14 февраля венгерская компания поставляет туда 3 миллиона кубометров газа в сутки. При этом молдовские власти заявили, что объемы свыше этого лимита будут облагаться пошлинами. Согласно договоренностям, этот газ может использоваться исключительно для населения и социальных объектов, таких как школы, больницы, магазины и другие. Это значит, что предприятиям тяжелой промышленности и майнинг-фермам ресурсы не положены. Параллельно появилась еще одна деталь. Буквально пару дней, 6 марта, стало известно, что в регионе начали экономить на отоплении. Несмотря на то, что отопительный сезон еще до конца не завершен, отопление в домах то отключают, то включают. Таким способом власти Приднестровья могли освободить газ, чтобы запустить тяжелую промышленность. Как же Украина может поддерживать Молдову? В сложившихся обстоятельствах Украина может оказать определенную действительно поддержку Молдове, но возможности Киева в этом вопросе ограничены. Рассмотрим два основных направления потенциальной помощи – это электроэнергия и газ. Одним из вариантов поддержки является экспорт украинской электроэнергии в Молдову, однако он возможен только в определенные временные промежутки. В начале января украинская компания «Энергоатом» уже начала поставлять небольшие объемы электроэнергии в Молдову в ночные часы порядка 30-50 мегаватт. Это происходит исключительно в периоды профицита, когда внутренняя энергосистема Украины вырабатывает избыточное количество электроэнергии. Министр энергетики Украины Герман Галущенко подчеркнул, что в случае возникновения дефицита внутри Украины экспорт будет полностью прекращен. Цитата. «Если у нас будет нехватка даже 1 киловатта, ни 1 киловатт не уйдет на экспорт», пояснил он. Такая жесткая позиция связана с постоянными рисками, вызванными российскими атаками на украинскую энергетику. На данный момент поставки электроэнергии из Украины возможны только в те периоды, когда именно в энергосистеме страны наблюдается временный избыток мощности. Однако в часы пикового потребления Украина, наоборот, вынуждена импортировать электроэнергию из соседних европейских стран, чтобы покрыть внутренние потребности. Вторым важным аспектом является газоснабжение. Украина тоже могла бы помочь Молдове с поставками газа, однако в нынешних условиях это крайне затруднительно. Почему? Потому что осенью Киев сформировал запасы голубого топлива на зиму, но эти ресурсы уже значительно истощились. Сложная ситуация заключается в том, что Украина сама еле выходит из зимы с минимальными запасами газа в подземных хранилищах. Это создает риски не только для текущего отопительного сезона, но и усложняет подготовку к следующему. Теоретически Украина могла бы выделить Молдове небольшой объем газа в рамках гуманитарной, скажем так, помощи порядка 1-2 миллионов кубометров. Однако даже такие небольшие объемы пока не рассматриваются, так как приоритетом остается все же обеспечение внутренних потребностей украинских граждан. Так как же Украина все-таки сможет поддержать Молдову в энергетическом кризисе? Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с Майя Санду 9 января заявил, что Киев готов рассмотреть возможность поставки угля в Молдову. Но, друзья, несмотря на значительные запасы этого топлива, осуществить такие поставки на практике оказалось невозможно. Почему Украина не может отправить уголь в Молдову? Потому что украинские теплоэлектростанции ТЭС действительно накопили более 3 миллионов тонн угля, что стало рекордным показателем за последние 20 лет, и этот запас сформировался еще с тем, что значительная часть тепловой генерации Украины была уничтожена в результате российских атак, и уголь попросту негде сжигать. Однако есть одна ключевая проблема – это тип угля. Украина располагает в основном газовым углем, это марка Г,
который используется на украинских ТЭС. Молдавская ГРЭС, расположена в Приднестровье, работает на антраците. Антрацит добывается на востоке Украины, но после оккупации части Донбасса в 2014 году страна практически потеряла доступ к этому виду топлива. Следовательно, даже несмотря на огромные запасы угля, Украина не может передать его Молдове, так как он попросту не подходит для использования на местной электростанции. И здесь альтернативный вариант – это перевод молдавской ГРЭС на другой вид угля. Несколько лет назад власти Приднестровья рассматривали данную возможность модернизации котлов молдавской ГРЭС, чтобы электростанция могла работать на газовом угле, доступном в Украине, однако этот проект так и не был реализован. Как отметил один из представителей энергетического сектора Украины, Киев действительно обладает необходимыми специалистами и опытом для подобного преобразования. Переход на другой вид угля технически реализуем в течение 3-4 месяцев, то есть это ничего. В Украине аналогичными проектами занимаются государственная Центрэнерго и частная компания ДТЭК. Что может предложить Украина? Украина не может помочь Молдове поставками данного угля, но может предложить хотя бы техническую поддержку в переоборудовании данных котлов молдавской ГРЭС. На сегодняшний день у немногих осталось сомнение в том, что энергетический кризис в Приднестровье был искусственно создан Россией. Главная цель Кремля – это дестабилизировать ситуацию в регионе и попытаться вернуть к власти в Молдове пророссийские политические силы. Как отмечают эксперты, Москва сознательно обострила данную ситуацию, оставив Приднестровье без энергоресурсов. Эта часть стратегии направлена на влияние на предстоящие парламентские выборы в Молдове, которые состоятся в 2025 году. По мнению экс-главы оператора КТС Сергея Макогона, российские медиа, которые сейчас продолжают вещать в Приднестровье и для части населения Молдовы, активно продвигают нарратив о том, что энергетический кризис – это вина проевропейского правительства Санду и Украины. Цитата. «Кремль намеренно создал хаос, чтобы возложить ответственность за происходящее на Кишинев и Киев, тем самым повысил шансы пророссийских кандидатов на выборах», считает Макогон. Какие же возможны сценарии выхода из данного кризиса? Развитие ситуации может пойти по нескольким направлениям. Первый сценарий – это власти Приднестровья игнорируют предложение помощи от Молдовы и Румынии и продолжают надеяться на Россию. Как я уже сказал, в таком случае запасы газа и угля в регионе уже иссякли к январю месяцу, что и привело к гуманитарной катастрофе. Холод, перебои с электричеством и рост социального напряжения. Второй вариант – это возобновление транзита газа через Украину. Такой вариант продвигает сама Москва, а также некоторые ее союзники, такие как премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Однако Киев в этом не заинтересован, и такой исход, как вы понимаете, маловероятен. И третий сценарий – это Приднестровье соглашается получать газ и электричество из Румынии. Такой вариант выглядит крайне маловероятно тоже, поскольку Тирасполь уже неоднократно отказывался от любых предложений помощи от правительства Майи Санду. Четвертый сценарий – это Россия находит альтернативный путь поставок газа. Наиболее реалистичным здесь выглядит возобновление поставок через турецкий поток, однако этот процесс потребует участия пророссийских политиков, которые смогут провести переговоры с Москвой. По данным источника, последний сценарий сейчас действительно рассматривается Кремлем как основной. Россия продолжает медийную атаку на Санду и ее правительство, а когда увидит, что Кишинев успешно стабилизирует энергоснабжение за счет импорта из ЕС, то возобновит, скорее всего, поставки газа Приднестровья через Турцию. Друзья, а как вы считаете, есть ли выход из этого кризиса? Делитесь своим мнением в комментариях. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо, что досмотрели до конца. Впереди еще много важных тем. Хороших вам новостей.